Привет! Я давно занимаюсь рисованием и 3D-моделированием, но в один момент столкнулся с такой ситуацией. В начале творческого пути идеи появлялись сами собой, а когда навык стал лучше, то они частично пропали или перестали быть интересны. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, где брать идеи для артов. 3D или 2D это не важно. На фоне рассуждений покажу, как делаю иллюстрацию к своему велопутешествию прошедшего лета. Приятного просмотра, надеюсь, вы найдете что-нибудь полезное для себя. Кажется, что проблема безыдейности придуманная, но это только до тех пор, пока не столкнешься с ней. Она не относится к выполнению работ на заказ, там все понятно, клиент дает ТЗ и ты следуешь ему. Это в первую очередь про личные работы для портфолио, изучение новых приемов и просто про творчество. Уже из самой задачи можно придумать идею. Например, вам хочется рисовать облака, как вот эта художница. Очень классные работы, на мой взгляд. Тогда стоит придумать локацию где-то в небесах и сделать ее с акцентом на проработку облаков. Или же вы собираете портфолио для киноиндустрии, потому что хотите работать там 3D-художником по персонажам. Тогда ваша задача в создании суперпроработанного героя со своей историей, который будет исполнен с соблюдением всех технических особенностей. Но все же это очень расплывчатые идеи. Они задают основное направление и очертания вашего арта. Мне побороть артблок, то есть отсутствие идей и желание создавать, помогло создание набросков на основе фотографий и впечатлений из реальной жизни. Этот набросок я делал на основе фотографии с крыши общежития, куда мы залезли с друзьями летним вечером. Этот на основе фотографии из кабины фуры, водитель которой подвез меня до Питера из Москвы во время путешествия автостопом. Тогда только закончился дождь, и на горячем асфальте поднимался пар, летели брызги из-под колес, переливаясь на солнце. Не подумайте, что у меня проходит так каждый день. Обычно я сижу за монитором. Именно поэтому эти моменты сильно меня впечатляют. Такие эмоционально наполненные приключения, на мой взгляд, заслуживают внимания. Поэтому я делаю иллюстрацию к путешествию на велосипеде. В тот день я проехал 60 километров при жаре 30 градусов по шумному шоссе, заночевал на случайном озере в палатке, и мне захотелось еще раз через арт ощутить это чувство свободы и головной боли от нагрузки. Не шучу, это было не лучшим в этом приключении. Я понял, что идеи можно брать даже из обычной жизни. Возможно, для вас это не открытие, однако стоит попробовать полностью воссоздать момент, который вы запомнили по какой-то причине, или переосмыслить его, дополнить вымыслом. Прежде чем продолжим, хочу рассказать об инструменте, который упростит работу диджитал-дизайнерам. Это Action Board, девайс, созданный специально для тех, кто работает в Blender, Photoshop, Figma и другом креативном софте. Главное, что дает Action Board, это ускорение рабочего процесса. Рутинные действия, которые раньше занимали минуты и сотни кликов, выполняются за секунды. Один экшен заменяет целую цепочку хаткеев и действий в интерфейсе. В зависимости от активного приложения, девайс сам подстраивается и меняет назначение клавиш. Вы подключаете Action Board к компьютеру, устанавливаете приложение и сразу же можете работать. Команда разработки уже подготовила готовые предустановки под конкретные задачи. При этом вы легко можете собрать собственные алгоритмы под свои цели. В Blender, например, вы можете в одно нажатие добавить нужные модификаторы, работать с нодами или сценой без постоянного поиска нужных пунктов в меню. То же самое касается и других программ. Action Board берет на себя автоматизацию рутины и освобождает вас для творческой работы. Инструмент встраивается в ваш рабочий процесс буквально за 10 минут и начинает экономить время каждый день. Action Board создается людьми, которые сами ежедневно работают в этих программах, а значит понимают, на что именно у специалистов уходит больше всего времени. Так что продукт от творцов для творцов. На мой взгляд, штука будет весьма полезной, так что жду выхода девайса. А сейчас можно оформить предзаказ и получить скидку 18%. Ссылка, как обычно, в описании. Хочется понять, почему в начале творческого пути большинство заряжены идеями, рисуют, моделируют, а потом, спустя годы обучения, теряют интерес. Вспоминаю, что вначале у меня не было ожидания от себя в плане качества работы. Каждый новый рисунок, моделька становились маленькой победой. Нарисовал камешек с кристаллом и уже доволен результатом. И, честно, было неважно, увидят ли эту работу люди, оценят ее. Как-то не думал об этом. Из социальной составляющей в тот момент была только поддержка близких в духе
ошибки — это прикольно. Еще в начале у нас нет знаний, а значит и правил, как должно быть. Опыт часто становится проблемой, потому что создает фильтры по типу «это банально», «так уже было», «никто не поймет», «слишком просто». Все это губит идеи. Откинуть фильтры непросто, и они все же нужны. Контрить их приходится убеждениями по типу «я делаю это потому, что чувствую важность идеи в первую очередь для себя. Мне она важна, значит сделаю ее качественно». А уже, возможно, это привлечет внимание людей. Звучит как мантра, но правда, мне помогают такие размышления. Со временем мы обзаводимся обязательствами, хобби становится работой, и тут может просто не оказаться сил делать арт, хотя время есть. Творчество требует энергии. Выход только один — взять отпуск или приостановить проект, заняться новым, решить проблемы, найти переключения, и уже на новых воспоминаниях придумать идею. Еще одна из возможных проблем у художников — это постоянное сравнение своих работ с другими в негативном ключе. Под этим я понимаю что-то наподобие черной зависти. Лично я с таким переживанием не сталкивался в творческом плане, но вот в бытовом могу понять. Иногда испытываю смешанные чувства, вроде и вдохновлен примером, но чувствуется недовольство собой. Тут помогает только умение поймать себя на таком и остановить фрустрацию. Направить внимание на детали стиля художника, который тебя зацепил. Посмотреть, как он ведет свои соцсети, что рассказывает о своих приемах, может даже пообщаться с ним. Ну и, наконец, в развитии любого навыка есть некая кривая прогресса. Сначала мы очень быстро улучшаем умения. От этого, довольны собой, делаем больше с большим вдохновением. Но вот в один момент, оборачиваясь, мы видим, что почти ничего не изменилось. Тут, возможно, расстраиваемся, ищем проблему в себе, хотя это нормально. Главное не сбавлять темп и продолжать. С популярными проблемами разобрались, но все же где брать идеи и вдохновение, кроме как из личной жизни? Честно, пока сам до конца не знаю. Я нашел для себя эту формулу, потому что в первую очередь меня вдохновляет лично пережитый опыт, так сказать, от первого лица. Наверное, этого будет недостаточно, поэтому, поразмыслив, собрал еще пару вещей, которые могут побуждать к творчеству, креативу и появлению конкретных идей. Первое. Ограничения в выборе тематики, сеттинга, настроения часто хорошо заставляют мозг искать лазейки и креативить. Мне кажется, поэтому так популярны творческие конкурсы по типу Инктобера, конкурсы на ArtStation, Pixologic. К этому же относятся тренды такие как Draw with in your style. Все это задает рамки, в которых наше мышление быстрее ищет идею, так как область поиска сужается. Второе. Выбрать тему, в которой вы ничего не понимаете, и создать по ней подробный арт. Тут активируется режим исследователя. Особенно подойдет людям, любящим открывать новое. Пока собираешь референсы, можно открыть новый мир, например, судоходство, строительство, ботаника, электроника. Большинство примерно представляют эти понятия, а вы расширите свою визуальную библиотеку и по памяти сможете, например, тот же самый велосипед нарисовать. Третье. Возможно, есть то, над чем вы часто думаете. Я, например, часто думаю о солнечной погоде, так как из Санкт-Петербурга. Возможно, это хорошая идея для рисунка. Залезть к вам в голову я не могу, так что сами выбирайте. Не обязательно это позитивная вещь. Возможно, она, наоборот, вас раздражает. Тогда арт будет высказыванием вашей позиции. Предложу несколько случайных тем, которые, возможно, вам понравятся, и вы захотите сделать арт по ним. Морские баталии, например, заброшенные острова, вулканический край, космос, гонки, VR, сны разные, древние цивилизации. Список вы видите на экране. Возможно, это что-то связанное с культурой и историей, такое как пиратские бухты, средневековые королевства, Месопотамия, колонизации. Такие темы можно еще смешивать между собой и получать уникальные и интересные идеи. Четвертое. Ну и, конечно, можно искать вдохновение в творчестве других людей. Не обязательно в той же сфере, где вы работаете. Например, можно вдохновляться музыкой, играми, фильмами. Под музыкальные треки очень классно сделать обложку или полноценный анимационный клип, что я, кстати, планирую. Мне кажется, это интересным с точки зрения ритма и визуальных образов, которые появляются во время прослушивания. Плюс такой клип вполне может стать популярным среди слушателей известного артиста и прославить вас как творца. Напомню, у меня есть телеграм-канал, в котором публикую работы и анонсы конкурсов. Там собралось уже небольшое комьюнити, приглашаю вас присоединиться. Следить за новыми проектами можете на этом YouTube-канале, подписывайтесь, обязательно будут новые видео. Надеюсь, вы найдете интересные идеи для своего творчества. А если можете дополнить список способов их поиска, обязательно оставляйте комментарий. До встречи!